За что я люблю мужа? Он работает и обеспечивает семью. Мы все боготворим своих жен, ведь это любовь на всю жизнь. После свадьбы муж попросил, чтобы я полностью закрывала себя, и только он мог меня видеть. Я согласилась. У нас не бывает повода для ссор. Разве что иногда раздражает, что жена ведет себя как ребенок. Мы раньше страшно ругались. Он бил наших детей. Но теперь они выросли. И ни себя, ни меня в обиду не дадут. Добро пожаловать в Тунис. Это жизнь других. Прежде чем узнать, как живут люди в Тунисе, мне интересно разобраться, в чем отличие жизни мужчины и женщины. И правда ли, что детей в школе учителя бьют? И как к этому относятся родители? Или все-таки Тунис – это рай для жизни? Давайте же сегодня все это и узнаем. Если бы я родилась в Тунисе, то, например, в семье Фатмы Фаржани, пастушки и настоящей бизнесвумен. Жила бы неподалеку от столицы, помогала бы маме разводить баранов и овец. Или в семье Амиры Джиласи. Изучала бы Коран в религиозном детском саду при мечети и училась бы у бабушки печь хлеб, чтобы стать хорошей хозяйкой. А возможно, была бы дочерью сильной и независимой Фиде Сад. Получила бы диплом о высшем образовании и не позволила бы ни одному мужчине одеть себя в паранджу. Но какими бы разными ни были все эти женщины, на момент родов их всех объединяет одно общее желание. Тунисские роддома переполнены. Одновременно там в палате могут лежать от 30 до 50 женщин. Представляете? Ну, если тебя это не устраивает, пожалуйста, плати и иди рожать в частной клинике. Ну, чего ж нет. Заплатила и пошла одна, как королева. Меня пугает лишь мысль о родах в бесплатной госклинике. Это не больница, а конвейер. Толпы женщин, у всех схватки, все кричат. Врачи так загружены, что иногда забывают помыть детей после родов. Послушав пару историй, никаких денег на частную клинику жалко не будет. А роды в частной клинике обойдутся от 1200 до 2500 динаров. Но государство покрывает небольшую часть этих расходов. Государство возвращает 350 динаров за естественные роды и 700 за кесарево. Так как 90% тунисцев застрахованы, то они могут рассчитывать на эту выплату. Несмотря на то, что в Тунисе много религиозных жительниц, на выбор врача это не влияет. У женщины, которую во всей красе видит только муж, роды запросто может принимать мужчина. Даже если женщина одета так, что видны только глаза, в кабинете у врача все равны. Религия мне не запрещает лечить женщин, а мужья порой даже рады, когда я принимаю роды, ведь доверяют моему профессионализму. Оплачиваемый декретный отпуск в Тунисе длится всего 14 недель. Поэтому, если женщина не собирается полностью посвящать свою жизнь хозяйству и детям, то отдает ребенка в детский сад. Но с этим в Тунисе не так все и просто. На всю столицу всего 2 государственных садика. Попасть туда невозможно, поэтому спасают частные. Их огромное количество на любой карман. Частные сады стоят от 120 до 350 динаров в месяц. Если же это дорого, то есть кутебы. Детские сады при мечетях. Они бесплатные, и в них с 3-летнего возраста изучают Коран. Я пришла в Кутеб. Видите, тут все в зимних куртках, потому что холодно. Нет, не думайте, что я на Северном полюсе, да? Это просто детский сад, да? Да, повторяй за учительницей, а то сейчас палкой нас ударят с тобой вместе. Давай. Да, вы не ослышались. Тут строгая дисциплина.
Многие тунисцы прошли через Кутеб. Заучивание Корана развивает память, а наказание палкой отлично настраивает на учебный лад. Интересненько. Сейчас узнаю у воспитательницы Наимы, что работает лучше, метод кнута или пряника. Я смотрю, что у вас тут и цифры есть, да? Сейчас вот у вас будет урок письма. Но я понимаю, что вы ходите все время с палкой. Вы когда собираетесь и за что будете бить детей? На самом деле это указка. Бью я ей очень редко. Ну, а если дети не слушаются, если они балуются, как вы можете их успокоить? Могу припугнуть палкой, стукнуть по пальцам, но не сильно. Иногда достаточно постучать по доске, и все успокоятся. Лучше я на вашем месте бы замолчала, дети. Я знаю, что тут в школе разрешается детей бить, если вдруг они балуются, да? Только в воспитательных целях. То есть вам еще родители будут за это благодарны, да? Уж ругаться со мной не будут точно. Наима – женщина серьезная, и я бы с ней, конечно, лишний раз не шутила. Ее ученикам от 3 до 6 лет. Каждый день с 8 утра и до 16 вечера они сидят за партами. Разве что с 12 и до 2 их забирают на обед домой. Не знаю, как малыши, а я, побыв в классе полчаса, просто околела. Вот тебе и африканская страна. Вам не холодно сидеть? Как видишь, мы тут особо не раздеваемся, укутаны с ног до головы. Но если закрыть окна и двери, то станет теплее. Как говорится, надышали, да? Ну да, понятно. Ну, хотя, что такое, знаешь, в прохладе всегда лучше думается, чем когда в жаре. У кутебов есть свои маленькие недостатки, но поверьте, так как готовят к школе тут, больше не подготовят нигде. Почему сюда детей отдавать лучше, чем в обыкновенный детский сад? Все дело в изучении Корана. Моим ученикам приходится запоминать много информации, поэтому они больше подготовлены к школьным нагрузкам. Я готова спорить на эту тему. Моя дочь и внучка не ходили в кутебы, и это не помешало им отлично учиться в школе. Ну, что же, каждому свое. Когда тунисцу наступает 6 лет, то он неизбежно идет в школу. Их выбор также велик. Хочешь, иди в государственную бесплатную, хочешь в частную. Но что их объединяет, так это необычное расположение. Школы в Тунисе находятся при мечетях, в старых зданиях. А иногда просто так вот идешь по рынку, смотришь красивое платье, тут какие-то свитера, а тут раз и школа. Представляете? Идем посмотрим. Вот так в центре Туниса посреди главного рынка спряталась одна из лучших частных школ. При малейшей возможности родители отдадут ребенка в частную школу, где в классах не 40, а 20 детей и где дают лучшие знания. С таким аттестатом гораздо больше шансов на светлое будущее. За такой шанс на светлое будущее родители платят от 200 до 1000 динаров в месяц. Где бы дети не учились, получение среднего образования займет 13 лет. 6 лет школы, 3 года учебы в колледже и еще 4 в лицее. И за эти годы абсолютно все школьники успевают выучить 4 языка. Кроме обязательного арабского языка, со 2 класса начинается изучение французского. В 4 классе добавляется английский, и уже в колледже чаще всего все выбирают дополнительный итальянский. Не дети, а полиглоты. Каждый учебный год начинается 15 сентября и длится до 30 июня. Но учеба учебой, а первую школьную любовь никто не отменял. Даже в Тунисе. Есть девочка в классе, которая мне нравится. Я дарю ей шоколадки, ношу ее портфель и провожаю домой. А она иногда помогает мне с математикой. Мы, учителя, ничего не имеем против этого. Главное, чтобы соблюдали рамки приличия. Пока школьники стараются хорошо учиться, чтобы не огорчать своих родителей, ученики школ вождения, видимо, не так серьезно относятся к своей учебе. Ведь одна из особенностей Туниса – это движение на дорогах. Кроме того, что светофоров и пешеходных переходов практически нет, водительское мастерство тунисцев оставляет желать лучшего. Выезжая на наши дороги, надо иметь стальные нервы. За последний год по вине других водителей я трижды попадал в аварию.
Задумываюсь над продажей машины. Ну что ж, пришло время отправиться туда, откуда растут ноги. Движение на дорогах в Тунисе, честно говоря, произвело на меня огромное впечатление. Мне стало интересно, где этих людей учат водить машины. Вообще учат ли? Я приехала в автошколу, чтобы все узнать. Привет! Привет. Ну, я предлагаю садиться и показать, как происходит у вас обучение. Не побоюсь этого слова, потому что, честно сказать, то, что я увидела на дорогах, мне кажется, эти люди абсолютно вообще не умеют водить. Потому что они вот так ездят. Поэтому я хочу, ну, покажи мне. Тогда садись за руль. Ну что ж, пришло время достать запылившиеся права с полки и попытать свое счастье на дорогах Туниса. Ну, ты мне покажи азы. Может, что-то новое узнать. Так, оделась я правильно понимаю? Так, тормоз, газ хоть покажи мне, да? Потому что я же тоже не очень сильно разбираюсь, мама милая. Салах – инструктор с колоссальным стажем. Он 15 лет прожил во Франции и недавно вернулся на родину. Теперь каждый день он работает в своей школе вождения, где обучает и теории, и практики. Выучить 20 часов теории можно за 200 динаров. А за 40 часов практики надо будет заплатить еще 1000. Значит, к вам приходит студент, и он проходит сначала теорию, а потом садится за руль. Или сразу, вот как я пришел и сразу сел. Пока мой ученик не выучит всю теорию, за руль я его не пущу. Он должен уверенно чувствовать себя на дороге. Так, хорошо, значит, прошли теорию, дальше садиться за руль, так? Ой, господи, боже мой. Так, ну что, поехали? Заводи мотор. Давай, а ты... Ты, главное, не волнуйся и соберись. Я буду помогать. Чтобы перейти дорогу, все тунисцы тормозят машины рукой и переходят там, где им только вздумается. Судя по всему, меня ожидает дорога с препятствиями. Так, фу, я уже вся, понимаешь, на нервах, честно говоря. А сейчас выезжай на дорогу. Мы на улицу едем, мама милая? Ну что ж, пожелайте мне удачи и помолитесь за моих операторов. Кто принимает экзамен? Полицейские принимают. Ну, я слышала, что многие могут покупать права здесь, и при этом даже плохо сдав экзамен. Раньше такое могло случиться, но сейчас с этим все строго. Из 30 вопросов на экзамене можно только на 6 ответить неправильно. Слушай, ну согласись, что в Тунисе на дорогах, ну просто как кошмар, как они ездят. Многие отлично водят машины, но на фоне 20% лихачей кажется, что тут все такие. Куда он едет? Посмотри, куда ты едешь, куда? А? Ты посмотри на него, а какой хитрец. Ну вот не прав же, ну не прав. Отстреливать таких надо? Вы считаете, да? И, конечно же, я не могла не задать вечный вопрос. А кто лучше водит, женщины или мужчины? Женщины блестяще справляются на экзаменах по теории. Они идеально знают правила, знаки, но как только дело доходит до вождения, их будто подменили. На дорогах мужчины чувствуют себя более уверенно. То есть мужчины все же лучше, да? Угу, хорошо. Ну да, потому что нам, знаешь, надо накраситься. Вот мне надо микрофон поправить, ты знаешь, чтобы не затирала, так сказать. Фу, слушай, я уже, конечно, устала. Ну что ж, час пролетел, и пора возвращаться. Но перед поворотом на парковку я чуть не обновила машину свежей вмятиной. Мама, ты видел, что он сделал? Быстрее, уходим отсюда! Мама дорогая, господи. Ребята, нет, не буду я никогда водить. Я скажу, что в Тунисе это, ну, какой-то дурак. Ты видел просто? Все, приехали. Все, я сдала? Вот скажи мне, я сдала? Я ставлю зачет. Приятно, конечно, но от вождения на дорогах Туниса я воздержусь. Я хочу сказать, что я вот как ездила всю жизнь на людях, так и собираюсь ездить. Вот эти нервы тунисские абсолютно не для меня, понимаешь? Ну, боже мой, я аж похудела. То есть есть плюс. Примерно так же выпускники школ отказываются от получения высшего образования. Глядя на жизнь других, захотелось все увидеть своими глазами.
Захотелось на некоторое время почувствовать себя настоящим тунисцем и не потратить при этом массу времени? Благодаря сервису бронирования туров онлайн level.travel у вас есть такая возможность. Для этого я пользуюсь приложением level.travel, в котором собраны туры от всех туроператоров. Достаточно отметить, что я собираюсь в Тунис, определиться с датами и поставить нужные фильтры. Теперь я могу выбрать понравившийся тур благодаря фотографиям, подробной информации и отзывам тысяч людей. Главное, можно забыть о поездках к турагенту и планировать отпуск дома, на работе или в поездках, как я. На level.travel можно сразу оплатить тур. Подтверждение бронирования, билеты, ваучер. И все документы появятся сразу в приложении и на электронной почте. Заканчивая среднюю школу, почти никто из детей не рвется поступать в университет. Представляете? Вот это жизнь. Не надо никуда поступать, не надо ничего напрягаться. Я не хочу быть экономистом или юристом. Я мечтаю стать футболистом. Поэтому в универ я не пойду. Мне диплом не нужен. Я и так работу найду. Государственные университеты бесплатные, надо лишь хорошо сдать экзамены. Вот только потом очень сложно найти официальную работу или попасть в госучреждение. Желающих много, а мест мало. Пока не начнешь свое дело, то можешь искать работу годами. К тому же, занимаясь своим бизнесом, доход значительно выше, чем оклад в школе или больнице. Средняя зарплата в Тунисе – 800 динаров. Учителя зарабатывают от 1200 до 2000, врачи – от 1500 до 3500, юристы или нотариусы – около 2800 динаров. Но несмотря на то, что у вышеперечисленных специалистов есть высшее образование, в Тунисе в цене другие специалисты. В Тунисе очень востребованы профессии, такие как плотник и изготовитель мозаики. И очень хорошо оплачиваются. Да-да, представляете? Идемте же, узнаем детали. Ох, я так вот обожаю эти деталечки. Вот это во сколько зарабатывают, что там пилят, режут. Я пошел по стопам отца и поступил в местное ремесленническое училище. Полгода проучусь и смогу продолжить семейное дело. Вместе с Уасимом в училище учатся еще 1500 студентов, которые хотят получить рабочую профессию. Изделия ручной работы есть в каждом доме. Тунисцы обожают традиционные ковры, одежду, посуду, картины и мозаики. Поэтому все студенты уверены, что от заказов отбоя не будет. Образование у нас бесплатное. Единственное, за что платят ученики, это материал для их работ. А это около 500 динаров за полгода. Все их работы можно купить в мастерских. Но прибыль забирает мастер, который всему обучил, а вовсе не студент. В будущем мозаичники могут зарабатывать в месяц до 4000. Без работы также не сидят плотники и техники. Ведь все тунисцы поголовно ремонтируют старую технику и мебель. Я не только ремонтирую старую мебель, но и делаю новую. Диван могу сделать за 2 недели, и он обойдется в 2 раза дешевле магазинного. Рамзи зарабатывает от 2000 в месяц, но сколько бы он ни заработал, придется платить ежемесячный фиксированный налог 168 динаров. В чей бы дом вы ни зашли, и у богача, и у бедняка будет подержанная техника. Отечественное производство хромает, поэтому в страну массово привозят старую технику из Европы и Америки. И Эймен этому несказанно рад. Ведь ремонт этого барахла, которое выкинули где-то в Италии или Литве, помогает ему зарабатывать. Специального образования он не получал. Лишь несколько лет назад был подмастерьем, после чего открыл свою мастерскую. За день я могу заработать от 30 до 150 динаров. Этого хватает, чтобы прокормить свою семью. Специально для вас level.travel подготовил промокод. Ищите его в описании под видео. Используйте его при покупке тура на сайте или в приложении, чтобы своими глазами посмотреть на жизнь других. Все тунисцы обожают вкусно поесть, а особенно любят баранину.
Когда рождается девочка, режут одного барашка. Когда мальчик – двоих. Ни одна свадьба, да и вообще ни один праздник не обходится без этого мяса. Вот Фатма, местная пастушка, и уловила, что на этом можно неплохо заработать. И пока большинство мужчин работает ремесленниками, таксистами или охранниками, она решила стать, так сказать, бизнес-вумен и уже много лет своими силами выращивает и пасет целые стада баранов. С баранами я периодически сталкиваюсь, а Фатма имеет с ними дело практически всю жизнь. Поэтому мы быстро нашли с ней общий язык. Практически уже моя родственница. Скажи, пожалуйста, сколько у тебя баранов? Сейчас осталось 3 больших и 3 маленьких. Так, а легко общаться с баранами? Они вообще понимают? Да, у меня с ними разговор короткий. А как им надо сказать, чтобы он послушался вот именно? Как вот учкудук? Скажи куш-куш. Куш-куш? Куш-куш. Куш-куш? Куш-куш? Смотри-ка, понимает. Нет, не очень, я с акцентом говорю. Они меня слушают. Когда я говорю, сразу реагируют. Куш-куш, Анджи? Куш-куш? Куш-кушай. Бараны всегда с первого раза не понимают. Это вот уже статистика, в принципе. Куш-куш? Баранами Фатма занимается уже 40 лет. Первого барашка купила в 16 лет, когда родился сын. Теперь же ежегодно она продает минимум 50-60 баранов. Один стоит от 450 до 600 динаров. В год бизнес приносит около 30 тысяч. И, разумеется, о налогах тут речь даже не идет. Бараны Фатму боятся как огня. Поэтому, увидев меня, они, видимо, решили немного поиграть. Осторожно, осторожно. Тут нужен глаз да глаз. Вот ты понимаешь, вот бараны, вот они вот всю жизнь такие, вот всегда. Давай идемте, малыш, идем, пошли. Фатма, а скажи мне, а как вот ты начинала бизнес? Все-таки это, не просто, правильно? Купила одного, потом второго, а потом оглянуться не успела, как их было несколько десятков. А у вас только бараны или еще овцы есть? У меня все есть. Ага, есть. А с кем легче, с баранами или с овцами? Легко на боку без дела валяться, а у меня целое хозяйство. Я еще выращиваю коров, а вон то поле засеяно перцем. И все одна? Все, тебе кто-то помогает? Все вот этими руками. Все хозяйство лежит на хрупких плечах этой женщины. Муж никогда не стремился строить карьеру и достаточно зарабатывать, поэтому Фатма стала кормилицей. Благодаря своему труду она сама построила сыновьям 2 дома, каждый из которых стоил по 80 тысяч динаров. А дочери оплатила свадьбу и приготовила внушительное приданное. Ну что сказать, настоящая бизнес-вумен по-тунисски. И несмотря на то, что дети давно выросли, Фатма по-прежнему тяжело работает и всем помогает. По всем счетам за дома сыновей плачу я. Дочери своей помогла обустроить их дом с мужем. Купила в него всю необходимую мебель и технику. Так, слушайте, вы дайте вас обниму. Вы такая шикарная свекровь, боже мой. Вот это я понимаю. Вот это вот женщина. Спасибо. Подожди, а чем твой муж занимается? Ты покупаешь детям все, ты платишь все, баранов воспитываешь, уборка, стирка, готовка, хлеб. А что муж делает? Он у меня работает охранником в торговом центре. Так было всю жизнь. Он ходит на работу, а я сама занимаюсь баранами и слежу за хозяйством. А почему в твоем бизнесе муж тебе не помогает? Или ты не разрешаешь? Он лентяй. А что ему там плохо, что ли? Сидит себе секьюрити, да? Заходите, не заходите. Он маленький, худенький. Он бы тут с ума сошел. Ни Фатма, ни ее супруг не получали высшего образования, ведь поженились и стали родителями, когда ей было 15, а ему 17. И пока муж формально ходит на работу и получает 600 динаров в месяц, жена пашет за 5. Фатма – религиозная мусульманка. Она молится 5 раз в день и всегда покрывает голову платком. Таких женщин, как она, половина Туниса, ведь он давно раскололся на религиозных и нерелигиозных. Покрывать себя полностью или выглядеть как европейка – личный выбор каждой. Мы стараемся не осуждать друг друга и жить в мире. Но я уважаю религиозных мусульманок, ведь они строго придерживаются целого ряда правил.
все женщины во всем мире обожают хвастаться своими обновками, платьями, пальто перед своими подружками. Смотрите, ну, да? Же знает. А некоторые тунисские женщины хвастаются своими обновками только перед мужем. Ну, или перед своим отражением в зеркале. А подружки подождут. Правильно делают. Да, такие вот дела. Но и это еще не все. Как живется таким женщинам, хорошо знакома Амире. Поэтому сейчас мы обо всем ее и расспросим. А ты давно замужем уже? Уже 7 лет. Вот эта вот одежда, никап, ты ее до замужества носила или только когда вышла замуж? Нет, так я стала одеваться уже после замужества. Мужчину резко начинают уважать другие мужчины, если его жена ходит в парандже и никабе. Уважает и считает крутым, даже если этот самый мужчина ничего из себя не представляет. А все женщины, которые здесь выходят замуж, должны носить вот такую одежду? Это не обязательно. Это личный выбор каждой из нас. А чья была идея вот носить тебя, мужа или твоя? Когда я выходила замуж, то знала, что мой муж попросит так одеваться. Ведь он очень религиозный. И если бы мой муж попросил меня надеть паранджу, я бы подала на развод в ту же самую секунду. Амира вовсе не огорчена такой просьбой мужа. Она даже рада, что он настолько консервативный. Понимаете, религиозные тунисцы – лучшие мужья, которых только можно представить. Они не пьют, не курят, занимаются спортом и не бьют своих жен. Вообще в Тунисе мужчины бьют своих жен? Да, есть такая проблема. Но женщина защищена законом и может пожаловаться. А у тебя были такие знакомые? Да, есть такие. И сидят они в тюрьме, эти мужчины? К сожалению, женщины терпят все это. Ведь боятся, что люди засмеют их, если узнают, что они пожаловались на своего мужа. Нет никакой гарантии, что религиозные мужчины окажутся порядочными. Среди них тоже есть негодяи. И вообще я считаю, что нормальный мужчина не закроет свою жену с макушки до пят. Ведь женщина – личность, а не его собственность. А ты чем-то занимаешься, помимо того, что ты воспитываешь детей, домом занимаешься? Занимаюсь хозяйством, воспитываю детей и пишу в свободное время сказки и рассказы о любви. То есть работать таким женщинам можно? Быть доктором или банкиром я не смогу. Женщинам в никабе нельзя работать в офисах или на госпредприятиях. Их официально не трудоустроят. К сожалению, террористы и преступники часто прячутся под женской одеждой, проникают незаметно в здание и совершают преступления. Поэтому женщин, которые закрывают свои лица, не допустят к работе. Как вы выглядите, то есть никто не видит вас, кроме тебя и мужа, правильно? Другие женщины могут нас видеть. Вот вы собираетесь, может быть, подружками, и, может быть, там ты можешь похвастаться красивым новым платьем перед девчонками. Собираемся, но на встречах мы также закрыты. Хвастаться не принято. Вдруг у кого-то нет возможности купить новое платье. Я покупаю новую одежду для себя, делаю макияж для себя. Женщины в этом мире забыли, что прихорашиваться нужно для себя любимой, а не для того, чтобы вызвать зависть у подруг. С ними между собой мы разве что можем общаться с открытыми лицами, не более. А ты мне можешь показать свое лицо? Тебе могу. Ой, ты покажи, слушай. Как интересно. Закрывай. Так тебе краситься, правильно, не нужно? Тебе не нужно делать прическу, получается. Да, порой это выручает. Но я все равно иногда крашусь для себя и своего мужа. А какого цвета у тебя волосы? Это секрет. Ты даже женщинам не можешь это сказать. Могу сказать, но если об этом узнают другие мужчины, то быть беде. Вот понимаете, вот страны, свои нравы, свои законы. И это очень безумно интересно, потому что 21 век, одна планета, а мы абсолютно разные. Но не стоит думать, что Амира и ее подруги, закрывая себя, не могут жить полной жизнью. Они также ходят в салоны красоты, на шопинг и даже в женский фитнес-клуб. Если ты религиозная мусульманка, то это не значит, что надо полностью закрываться и махнуть на себя рукой. Надо оставаться красивой, ухоженной и спортивной. Руля – владелица этого клуба. После рождения третьего ребенка она очень хотела заниматься спортом, но в обычном тренажерном зале она не смогла бы расслабиться, потому что там много мужчин.
Чтобы не заниматься в платке и во всех одеждах, я решила создать спортзал для таких же женщин, как и я. У нас несколько сотен постоянных клиенток, которые каждый день могут уделить себе время и привести себя в форму. Знакомьтесь, это Фиде. Она не носит платок и паранджу. Более того, год назад она развелась со своим мужем. Апартаменты в элитном районе Туниса стоимостью в 400 тысяч динаров достались ей с 2 дочерьми после развода. Сейчас мы заглянем к ней в гости, чтобы узнать, как здесь живется разведенным женщинам, помогают ли им мужья и не осуждает ли общество их выбор. Привет, Жанна, проходи. Рада видеть тебя. Ох, ну вот я к вам пришла. Так, ну показывай, никогда не была в тунисских квартирах. Проходи. Это комната отдыха. Тут собираемся с семьей или гостями, общаемся, смотрим телевизор, играем в игры. Очень комфортабельно, да, я заметила. Ну, слушай, у тебя тепло. Это первый дом в Тунисе, куда я пришла, и мне хочется прямо раздеться. Не побоюсь этого слова. У тебя тут что, топят? Батареи есть? Есть батареи. И при малейшем холоде они всегда включены. Точно, видишь, батарея! Ура, посмотри! Тепленькая, боже мой. Так я могу раздеться, да, тогда? Отопление есть только в тунисских новостроях. Жители старого фонда либо мерзнут, либо раскошеливаются на оплату электричества, чтобы себя согреть. Что у нас тут? Это наша кухня. А, кухня. Это мои дети и мама. Это дети, да? Это мама твоя? Да. Ой, такая красивая мама. Так, а вы тут все вместе живете, да, вчетвером? Мама живет отдельно с папой и моим братом, а в течение недели помогает мне с детьми. Ну, надо же отдыхать маме от вас тоже. То есть у вас, ну, знаешь, нормальная европейская кухня. Газовая плита. Ребят, то есть все, как бы, ну, все, что нужно. Посудомойка, правильно? 2 раковины. Стоишь так, моешь, смотришь там на улице, кто ходит. Даже нечему удивиться. Фиде, ее мама и дочери одеваются очень по-европейски. Поэтому интересно заглянуть в гардероб хозяйки и посмотреть на все ее наряды. Любишь тратить деньги на вещи, на платья, на новые, да? Да, обожаю. Новые платья, туфли, косметика – это моя страсть. Ну, когда ты последний раз купила себе какую-то вещь? Неделю назад как раз купила 2 платья. Покажи, что Ну, я не знаю. Покажи, похвастайся, ну. Пошли. Ой, красивое, шелковое какое, слушай. Ага, ты под пояс вот так, да? Да, именно так. Да, очень красивое. И это, ну, это Это платье для работы. для работы, но оно такое не короткое? Нет, нормальная длина, ты что? Тут ты застегиваешь до конца пуговички? Нет. Вот так. Вот так, то есть с разрезом. Ну, подожди, то есть ты хочешь сказать, что ты в Тунисе можешь пойти в таком платье коротком? Да, могу. Я люблю такую длину, и у меня полно таких вещей. Классно, я тоже люблю короткие, но мне казалось, тут в Тунисе все женщины должны быть такие целомудренные, застегнутые. Я, видишь, платье специально для Туниса подобрала такое подлиннее. Вот это да! Пока одни женщины в Тунисе прячутся под одеждой от посторонних глаз, другие вовсю демонстрируют себя. Так, ну слушай, отличные покупки, поздравляю тебя. Подружкам уже показывала? Это темное уже видели, а вот это еще нет. Когда я спросила, куда же кроме работы Фиде выгуливает свои наряды, получила очень неожиданный ответ. Мы с подругами часто видимся. Мы ходим в бары, караоке и отлично проводим время. Мы с подругами ходим разве что в гости к друг другу. В общественных заведениях много мужчин, и без мужей мы туда ни ногой. Дальше по коридору ванная комната из спальни дочек. Судя по количеству фотографий с папой, пара разошлась полюбовно. В комнате у дочки и фотографии и мамы, и папы, да? Ой, слушай, это здорово, кстати. У вас хорошие отношения с ним после развода? Мы в прекрасных отношениях. Почему вообще люди разводятся вот в Тунисе? Какие причины есть? Все как и везде. Быт, недопонимание, зависимости. Что касается нас с мужем, то никакой Санта-Барбары. Просто поняли, что разные, и решили расстаться.
Скажи мне, а жизнь женщины, вот, которая не замужем, ты себя ни в чем не ограничиваешь? Ты можешь встречаться с кем-то, на свидания ходить, да? Можно ходить на свидания, в кино, но вот с объятиями, поцелуями и другими радостями жизни лучше подождать до свадьбы. А легко выйти разведенной женщине в Тунисе замуж второй раз? Да, конечно, это так распространено. У нас много разводов. Все спокойно живут дальше. В месяц на коммунальные услуги Фиде тратит 500 динаров. Также больше 1000 уходит на образование девочек ежемесячно. Несмотря на то, что Фиде хорошо зарабатывает и смогла бы сама обеспечить семью, бывший муж не остается в стороне и каждый месяц исправно платит алименты. Но вообще, Фиде, хочу тебе сказать, что все равно ты меня немножко удивила, потому что здесь я слышала, что женщины все равно, они как-то очень зажаты в своих правах, а ты очень раскрепощенная, очень уверенная в себе, хорошо живешь, имеешь достаточно денег содержать себя и своих детей. И для меня, честно сказать, это удивление. Тут нечему удивляться. Таких женщин, как я, большинство. Мы независимые, хорошо образованные, и мы также чтим традиции. Мы хотим быть уверенными в завтрашнем дне, поэтому рассчитываем на собственные силы. Мужчины в Тунисе, как и во всем мире, абсолютно разные. Вот, например, Кэрот. Пока одни покрывают себя одеждой с головы до ног, ему в силу профессии часто приходится щеголять в плавках. Он известный тунисский телеведущий и благодаря своему шоу про экстрим объездил весь мир. Он не женат и живет полной жизнью. Скажи мне, ты вот телеведущий. Мне интересно, какие запреты есть в Тунисе у телеведущего мужчины? И есть ли они? После революции в 2011 году никаких запретов нет. Нельзя оскорблять чувства других и полностью оголяться. Это касается и мужчин, и женщин. Одинаковые права, да? Как интересно. А как другие мужчины в Тунисе относятся к твоей профессии? С уважением. Когда видят меня, жмут руку и делают селфи. Они обожают мое шоу про экстремальные виды спорта. А женщинам, наверное, ты нравишься, да? Наверное, ты можешь флиртовать с ними, ты же, получается, звезда. Я, насколько знаю, что в вашей стране не принято встречаться с женщиной до замужества. Вот как ты решаешь вот эту проблему? Я купаюсь в женском внимании. Многие пишут мне и хотят встречи. У нас не принята близость до свадьбы, но я часто путешествую и нахожу выход из этой ситуации. Все женщины в Тунисе хранят свою невинность до свадьбы, ведь иначе ее никто не возьмет замуж. Мужчинам проще. Их невинность никто проверить не сможет, поэтому они частенько гуляют с туристками. Как должна выглядеть женщина, вот, чтобы ты в нее влюбился, чтобы она стала твоей женой? Вот какая она должна быть? Девушка должна быть с характером, получить высшее образование, должна любить спорт и следить за собой. Она должна сидеть дома, рожать детей и готовить еду? Я за то, чтобы у моей любимой женщины была карьера и собственное мнение. Вот если она сама захочет сидеть дома, то это другое дело. Слушай, честно сказать, ты мне ломаешь все стереотипы жизни мужчины в Тунисе. Потому что я знаю, что мужчины все своих жен держат в кулаке, чтобы она сидела дома с детьми, готовила. Если твоя жена будет актриса и сниматься раздетой, то ты скажешь «окей». А что тут плохого? Я умею разделять личную жизнь от профессиональной. Зайдите в соцсети, пойдите на наши пляжи. Вы не такое увидите. Если твой друг все-таки тебе скажет что-то про твою жену в бикини, что ты ему ответишь? Это, чувак, не твое дело. Гуляй. Правильно. Молодец. Правильно. Не суйте свой нос не в свои дела. Молодец. Давай 5. У мужчин и женщин должны быть одинаковые права. Так по факту и есть в Тунисе. Просто кто-то почему-то сознательно выбирает другой путь. Молодость пролетает незаметно и очень быстро приходит пенсия. В Тунисе она наступает с 65 лет. Но никто не спешит уходить с работы на заслуженный отдых. Работать на пенсии – это очень типично для Туниса. На выплату в 600-800 динаров и 2 недели сложно прожить, не то что месяц. Что делают те, кто не работал всю жизнь, я просто не представляю.
А такие тоже есть. Особенно среди женщин, которые всю жизнь были домохозяйками. Хадижа одна из них. Сейчас ей 72, и на выплаты ей рассчитывать не приходится. Вся надежда на мизерную пенсию мужа, а также на 10 детей, которых она вырастила. Hello. Привет. Салю. Привет, привет. Салю, я пришла к вам в гости. Проходи, дорогая. Так, ну что у вас тут? Рассказывайте. Это что, у вас огород? Это моя аптечка, тут растут мои лекарства. Как это? То есть вы вообще не пьете таблеток? У вас нет аптечки? Нет, не пью. А у меня вот если голова заболела, я сразу пью таблетку. А у вас от головы тут что есть? Самое зеленое от головы. Вот это от головы? Да. А его вы грызете? Все не так печально, чтобы я его грызла. Вы что, серьезно? Я поняла, господи. Ой, аж слезы потекли. Тут лекарства и от головы, и от расстройства, и от жара. Что-то высушиваю и пью, что-то настаиваю на воде. Ну это, кстати, это же очень хорошо, это же вся химия, это же так плохо, а у вас тут такие натуральные лекарства. Хадижа живет в типичном тунисском одноэтажном доме и частенько, прямо посреди внутреннего дворика, готовит к обеду хлеб. Боже, и руками переворачивать. А вам не боитесь обжечься, нет? Пальцы давно привыкли. Я тоже могу так. Смотри, давай я тогда переверну тебе. Блин. Ну, слушай, мне еще чуть-чуть не 72, мне пока чуть-чуть меньше, поэтому мне еще... И ты научишься. Нежные пальчики чуть-чуть. А чем вы занимаетесь еще на пенсии, кроме того, что жарите хлеб? Готовка да уборка, и так уже все 72 То года. есть, а вы никогда не работали, а пенсию вы получаете или нет? Нет, ни копейки. Я так хотела работать, но надо было воспитывать детей. И работал муж, поэтому он получает пенсию в 300 динаров. А где муж? Он еще спит. Даже на старости лет, пока жена с утра до ночи готовит, стирает, убирает, муж спит или гуляет с друзьями. Ничего удивительного. Многие семьи проводят время по отдельности, особенно в старости. Мужчины с друзьями, а женщины дома, занимаясь домашней работой. Кроме всего прочего, с Хадижей живет еще 4 ее детей. 3 неженатых сына и 1 незамужняя дочь. Так будет продолжаться, пока они не заведут собственные семьи. Но никто из них этого не спешит делать, так как никто из них не работает. Все расходы ложатся на плечи их родителей, а точнее мамы. Вот вы же, то есть, всю жизнь занимались домашним хозяйством, с 15 лет замужем, 10 детей воспитали. Сейчас вы на пенсии, воспитываете внуков и то же самое вот занимаетесь домом. Ну а когда же вам все же вот было лучше, до пенсии или сейчас? Или вы не видите разницы? Ничего не изменилось. Иногда кажется, что жизнь пролетела, а я так и не пожила. Порой, оглядываясь назад, понимаешь, что жизнь пронеслась словно миг. Чтобы потом не пришлось жалеть ни о чем, надо жить своей жизнью здесь и сейчас. Разобраться до конца, как живут люди в Тунисе, нам, правда, очень сложно. Светские и религиозные жители живут абсолютно разной жизнью по соседству друг с другом, но при этом любят и ценят одинаково Родителей. Свою культуру, взаимопонимание, Старые вещи. Религию. мирное небо над головой, Свою вторую половину. отдых и развлечения, ручную работу, свою историю. Традиции своего народа. Родной Тунис. Жизнь других помогает нам взглянуть на нашу жизнь с другой стороны и сделать ее как можно лучше.